Здравствуйте. Добро пожаловать на канал About Animals. Сколько человечности в человеке для доброго отношения ко всему живому. Порой даже звери, оказывается, куда надежнее и отзывчивее людей. В хижину одного пожилого мужчины, что располагалась прямо в тайге, пробрались бандиты, сбежавшие из мест заключения. Они были намерены разделаться со стариком. Но, в итоге самим пришлось молить о пощаде. Они не подозревали, что старик здесь не один. Однажды, снежным вечером, пожилой мужчина по имени Степан Романович ехал на снегоходе к своей хижине, стоящей в глубине тайги. Дорогу замело. Видимость никудышная, но домик уже виднелся вдали. Степан подъехал ближе. Вдруг он увидел маленького волчонка. Тот бегал прямо возле хижины, но, заметив человека, бросился в лес. Степан Романович решил, что волчонок, должно быть, отбился от стаи. Зайдя в дом, он подумал, что неплохо бы накормить маленького хищника. Все-таки на улице бушевала метель. Дед положил в сумку консервы, отнес к лесу и поставил на снег. Волчонок, дождавшись, пока старик уйдет, бросился к еде. После того, как все съел, хищник не спешил уходить. Он, как будто просил у старика еще какого-нибудь лакомства. Тот открыл вторую банку и накормил животное. Волчонок больше не боялся и не убегал. Степан Романович забрал его в хижину погреться. Старик дал волку имя Вьюн, такой он шустрый и живой. Волчонок улегся около печки. Позже к вечеру, когда метель стихла, он отправился на поиски своей стаи. Теперь, когда Степан Романович приезжал в свой охотничий домик, к нему всегда приходил в гости Вьюн. Малыш сумел отыскать свою стаю, но о доброте нового друга не забыл. С каждым днем зверь становился все крупнее и сильнее, но так и продолжал навещать старика. Тот, в свою очередь, неизменно пускал его в хижину, давал какое-нибудь угощение и рассказывал последние новости своей жизни. Просто говорил, как с близким другом, о самочувствии, о том, сколько рыбы сегодня поймал. Волк с удовольствием слушал деда и вилял хвостом. Однажды вечером старик вдруг услышал за дверью, которую никогда не запирал, грубый мужской голос. В дом вошли несколько мужчин. Пожилой человек сразу понял, что прибыли они из мест лишения свободы. Бандиты приказали старику слушать их, а иначе ему не поздоровится. Один из преступников, для большей убедительности, ударил деда. Тот, в ответ, кинулся на обидчика, но чего он мог? Противник намного крупнее и моложе его. Подошли остальные и начали связывать старика, но тут в хижину внезапно забежал волчонок. Он грозно зарычал и вцепился в ногу одного из обидчиков. Бандит вытащил оружие, раздался выстрел. Волчонок заскулил и бросился прочь из хижины. Уголовник с довольной усмешкой повернулся к приятелям, но не успел сделать и шагу. В дверях показалась огромная волчица. Эта мать Вьюна пришла мстить за своего ребенка. Бандит застыл от ужаса. В один миг он повержен отчаянным броском разъяренного зверя. Остальные попытались убежать, но волчица загородила им путь. Старик, выскочив из хижины, бросился к волчонку. Бандиты кричали, чтобы он отпустил их, что они никогда не вернутся, но дед ничего не слышал. Перед ним на снегу раненый друг. Волчонок умирает. Послышался лай собак, голоса людей. Бандитов схватили. Степан Роман продолжал сидеть возле окровавленного тела волка. Горе и слезы застилали его глаза. Он знал волчонка, совсем крошечным. Когда-то спас его от голода и холода, а теперь остается лишь оплакивать своего верного друга. Волчонок отплатил ему за добро всей своей жизнью. Уже стемнело, пошел снег. Старик вспоминает, как рассказывал волчонку последние новости, а тот внимательно его слушал. Теперь рассказывать никому. Только одиночество и пустота. Волчица не смогла смириться с потерей сына, окончательно потеряла веру в людей и ушла в тайгу. Старик пережил горе, но не смирился. Проходят дни, пролетают месяцы. Степан Романович, по одной ему известной причине, все так же выносит на улицу миску с едой и оставляет ее возле леса, словно надеясь, что его маленький волчонок однажды появится снова. Он вынужден жить с этой болью, причиненной людьми. Спасибо за просмотр.
Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.